Привет! В этом видео я расскажу об истории из своей жизни, которая, к счастью, подошла к концу. Все началось 6 ноября 2010 года. Я был в 5 классе. День ото дня ничем не отличался. Я учился и после школы ходил на кружок по шахматам, а после, до приезда автобуса, на котором я ехал домой, я ходил в бильярдный клуб и проводил там остаток свободного времени. Я жил, практически не замечая самой жизни и не осознавая, насколько прекрасен наш мир вокруг. Ночью с 6 на 7 ноября 2010 года я решил поиграть в компе. У меня не было игр, и потому я искал что-то в интернете, а когда нашел игру, которая меня зацепила, я играл в нее до 3 ночи. Свет был выключенным, и я находился на расстоянии примерно 20 сантиметрах от экрана лампового монитора. Тогда я и представить не мог, какую ошибку я совершаю. На утро я проснулся и понял, что не могу разглядеть, сколько времени на часах, которые находились на стене в 4 метрах от меня. Я окинул взглядом всю комнату, которая теперь для меня была в нечетком качестве. Глаза болели, и перед ними всплывала картина того, как я провел прошлую ночь. Ничего не сказав родителям, я собрался в школу, сохраняя спокойствие и не подавая виду, что со мной что-то не так. Когда день, наполненный тонной вопросов и мыслей, подошел к концу, я, будучи в кровати, закрыв глаза, молил: «Пожалуйста, пусть утром у меня будет идеальное зрение, такое же, каким было 2 дня назад». Конечно же, в этот момент я прослезился. Я искренне надеялся, что то, что происходит у меня с глазами, это временный побочный эффект. Но на следующее утро мое зрение так и осталось отвратительным. В школе я сделал все максимально грамотно. Поскольку я не мог больше видеть с 3-4 парты, за которыми сидел обычно, я попросился на каждом уроке сидеть за первой партой, убедив учителей, что таким образом хочу улучшить свою успеваемость в учебе. Разумеется, каждый учитель пошел мне навстречу, и никто не заподозрил истинной причины. Но вечно так продолжаться не могло, ибо с момента, как я сделал это, каждый учитель постоянно задавал много вопросов по его предмету, чтобы я смог ответить и заработать оценку повыше. Но я по-прежнему плохо видел доску, и поначалу учителя подумали, что я знаю ответы на их вопросы, но просто дурачусь. В конце концов, когда мне снова начали ставить плохие оценки, я признался в своей проблеме. В этот же день от учителей об этом узнали и родители. Дома меня спрашивали, как это случилось, как давно, почему ничего не говорил, и на все вопросы я ответил: не знаю. Через несколько дней мы отправились в столицу для проверки зрения. Мне определили минус 0,7 на оба глаза и сказали, что можно надеть очки, но они не обязательны. Однако я понимал, что обязательно, если больше не хочу видеть мир в отвратительном качестве. Шло время, и с годами мое зрение все ухудшалось. Я сменил 4 пары очков, каждый из которых были сильнее предыдущих. Забавно то, что 3 из 4 я просто где-то потерял и не смог найти, и когда мы шли за новыми, при проверке зрения мне давали очки все сильнее. С последними очками я ходил дольше всего, потому что при их покупке я дал себе обещание: я больше никогда не возьму очки сильнее, потому что понимал, что также из-за очков мое зрение ухудшается. На тот момент мое зрение было минус 2,5 и минус 2. В связи с потерей идеального зрения я также приобрел неуверенность в себе, закомплексованность и кучу страхов, которые оставались со мной чуть менее чем половину моей жизни. Без очков я не мог наслаждаться нашим миром. На что или на кого я бы ни посмотрел, я всегда видел только расплывчатые очертания и цвет. И пришел тот день, когда я начал ненавидеть очки, понимая, что это лишь подделка зрения, и даже не его возвращение на время, а всего лишь обуза в повседневной жизни. Смена погодных условий – нужно чистить очки, активный образ жизни – нужно снимать очки и доверять только чувствам, или банальное чтение с книгой на расстоянии более 30 см от глаз было невозможным без очков. Посмотрев на все плюсы и минусы, я принял решение сделать операцию по коррекции зрения.
9 сентября 2020 года был последний день, когда я надел очки, чтобы добраться до клиники по коррекции зрения ОККО в Риге. Сидя внутри, в коридоре ожидания, мое эмоциональное состояние было спокойным. Мое душевное состояние немного разрывалось от того, что неужели сегодняшний день войдет в историю моей жизни, как последний день, когда я надел очки для зрения. В коридоре ожидания играла спокойная музыка, и я сразу подумал: молодцы ребята, помогают поддерживать спокойствие пациента в столь волнительный для него день. После проведения тестов мне сказали, что мое зрение стало чуть хуже, чем -2 и -2,5, а затем девушка-врач надела на меня очки с линзами для того, чтобы подогнать нужное зрение. Я очень хорошо увидел на доске буквенный ряд с отметкой 1.5, также легко видел 1.2 и единицу, разумеется. Ответив на ряд вопросов о моей жизни, и не сомневаюсь ли я в операции, я дал конкретные, как будто отточенные годами ответы. Ведь идеальное зрение – это все, что я хотел больше всего на протяжении половины своей жизни с момента его потери. Несмотря на спокойствие, я все же принял успокоительное, которое дала врач. И вот, я сижу в комнате и специально осматриваю ее всю без очков. И в голове мысль: скоро я увижу каждую деталь, каждую мелочь в этой комнате. Скоро я увижу наш прекрасный мир. Меня позвали на операцию. Анестезия была в виде капель для глаз. Во время операции единственное, что я чувствовал, это неприятное прикосновение к векам изнутри, но никакой боли не было. Сердце колотилось, и, признаться, я не смог быть спокойным, ровно дышать. Я сжимал руки в кулаки, а затем расслаблял. Я затаивал дыхание, а затем старался дышать спокойно. Меня очень рассмешил хирург, который повторял: «Валентин, спокойно! Валентин! Валентин, дышите спокойно! Не надо не напрягаться! Валентин, расслабьтесь!» Разумеется, я смеялся мысленно, и для меня его слова были очень важны. Самое сложное во время операции было смотреть глазом в лазер, а все потому, что твой глаз на нервном уровне старается как бы убежать от всего, что происходит, и его фокусировку было трудно направить в одну точку. Конец операции. Меня отвели в ту же комнату, где я был до операции. Подарили 3 разноцветных пряника в белой небольшой коробочке, и я начал осматривать комнату. В ней был мужчина, который пойдет следующим на операцию. И он спросил меня: «Ну как?» Я коротко и ясно описал мои ощущения во время и после операции, и как будто вдохновил его. Он выглядел обычно, но после сказанного мной было видно, как в нем загорелась искра. Теперь я видел его глаза, и когда я понял это, я был вне себя от счастья. Ведь прежде, когда я кого-либо вдохновлял, едва ли я мог разглядеть и лицо этого человека. После операции нельзя было посещать сауну, бассейн и так далее, смотреть в экран компьютера, телефона и так далее, читать и заниматься активным спортом. Последнее для меня было самым сложным, ведь за день до операции я наконец прогрессировал на следующую ступень в горизонте и хотел бы закрепить ее, но не стал этого делать, понимая, что мое идеальное зрение важнее всего. Я, не раздумывая, создал календарь до дня, когда я наконец смогу тренироваться. Дни тянулись очень долго, и я не мог найти себе места. С каждым днем понимал, что все ближе тот день, когда я выпущу этого зверя из клетки, и тогда буду работать так, как еще никогда не работал. Так я и сделал. Прогресс в элементах пошел быстрым шагом. Чтение стало приносить мне еще больше вдохновения, и в один день я понял, что у меня пропали многие страхи и неуверенность в чем-либо. Я как будто переродился. Думаю, вы заметили, что предыдущее акробатическое видео было переполнено энергией, и сами элементы стали намного чище. На этом история Валика в очках подошла к концу. Если ты мешкаешься по поводу операции по коррекции зрения, то знай, это того стоит.
But now that I'm gone,